SCP-139. Глаз да глаз за Люциан. Объект номер SCP-139. Класс объекта Епарх. Класс нарушения Темный. Особые условия содержания. Содержание приостановлено. Описание. SCP-139 – это обозначение, данное исчезновению Люциан Сакс, бывшего специалиста по безопасности, до происшествия, работавшего на Зону 97 в роли консультанта по вопросам методологии эзотерического возрождения. Причинами для присвоения SCP-139 аномального статуса послужили устойчивая инфоугроза, возникшая в результате нижеуказанных событий, а также отсутствие какой-либо относящейся к SCP-139 информации после 4 апреля 1978 года. Несмотря на все предпринятые сотрудниками Зоны 97 усилия, ни место пребывания субъекта, ни расположение его тела обнаружить не удалось. Предполагается, что субъектом было произведено перемещение между измерениями. Однако на текущий момент данная теория не нашла подтверждения. По полученным в ходе расследования результатам не удалось вывести окончательного заключения, позволяющего доказать причастность какого-либо индивида к событиям SCP-139. Вследствие вышесказанного, дело SCP-139 в настоящее время числится как нераскрытое по постановлению Комитета криминалистики Зоны 97 и будет оставаться таковым вплоть до обнаружения каких-либо дальнейших, относящихся к данным событиям, деталей. Хронология событий. 5 марта 1978 года. Сакс прибывает в Зону 97 и отмечается на проходной. Субъект отказывается от привычной болтовни с персоналом у главного входа, взамен проследуя прямо в свой офис и впоследствии не покидая его вплоть до конца рабочего дня. В течение последующих 12 часов Сакс делает 42 запроса в SCIP-NET касательно тауматургических практик, глобальной активности лей-линий и доступных исследований техник путей и стуков. Данная деятельность вступает в контраст с образцовыми показателями продуктивности субъекта и вызывает беспокойство у руководства Зоны 97. Наблюдательные боты информируются соответствующим образом. В дальнейшем со стороны субъекта не фиксируется никаких отклонений от нормального поведения, вплоть до тех пор, пока Сакс, отметившись по уходу, не прибывает в свое жилище в пригороде Олбани. В 22:45 субъект покидает дом, предположительно пешком, чтобы избежать обнаружения, и скрывается за пределами города. 6 марта. По вещественному следу, состоящему из билетов на автобусы и поезда, удается обнаружить, что Сакс проделала путь по меньшей мере в 2000 километров к городу Топека, штат Канзас, достигнув его в 23:45. Следует отметить, что опрошенные гражданские лица периодически описывают Сакс как «того предателя», когда рассказывают о данном 18-часовом периоде. Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, никаких утечек конфиденциальной информации о работе Сакс в Зоне 97 обнаружить не удалось. Промежуток с 7 марта по 4 апреля. Вещественный след субъекта обрывается в Топике, а частота сообщений о его местоположении в течение следующего месяца стремительно уменьшается. Машина, предположительно арендованная Сакс, была замечена очевидцами в городах Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и Лаббок, штат Техас. 10 и 15 марта соответственно. Причем по приезду во второй город лобовое стекло и правая задняя фара автомобиля находились в разбитом состоянии. Последнее задокументированное появление субъекта произошло в Тусоне, штат Аризона, где местными полицейскими был составлен рапорт, гласящий, что субъект был остановлен по подозрению в бродяжничестве, однако проявил сопротивление при аресте и впоследствии скрылся от сотрудников правоохранительных органов.
Данный отчет был подан 3 апреля в 3 часа 48 минут и считается последним задокументированным публичным появлением Люциан Сакс. 4 апреля полевые агенты, внедренные в почтовую службу города Тусон, изъяли ниже следующее сообщение из общего массива писем. «Тем, от кого я бегу. Я вас ненавижу. Я ненавижу то, что вы делали раньше. Я ненавижу то, что вы продолжаете делать со мной сейчас. Я ненавижу то, что, как мне кажется, вы делали с другими беглецами. Я ненавижу каждую камеру, что нахожу в глазах картин, и каждый странный отпечаток пальцев на своих вещах. Вы знали, что любопытство даровано мне от природы, и сыграли с этим злую шутку. Беглец я далеко не первый, но могу стать первым, кто вырвется на свободу. Я отправляюсь туда, где нет ни камер, ни отпечатков, в место, что для вас недоступно. Погоня была веселой, но, увы, по итогу вы остались с пустыми руками, и поверьте, вскоре я вернусь, и уж тогда-то пустота в ваших руках разрастется и поглотит вас целиком. Да и в любом случае, длань всегда была рада таким, как я». Приложение 139.1. Дело SCP-139 было официально закрыто 27 апреля 1993 года, когда незначительное нарушение структурной целостности Зоны 97 позволило выявить небольшой воздушный карман в ее бетонном фундаменте. Несмотря на то, что данные события привели к временному карантину, вызванному разрушением внутреннего двора здания, целостность конструкции была со временем восстановлена. Компьютерные модели полости, воссоздающие ее в том виде, в каком она находилась до происшествия, позволили убедиться в сходстве формы данного воздушного кармана с лежащей человеческой фигурой, соответствующей росту и телосложению Люциан Сакс. В ходе раскопок были обнаружены следующие личные вещи. Омертвевшая плоть сильно разложившегося человеческого трупа и несколько костей, большинство из которых были измельчены вследствие вышеупомянутого происшествия. Ключ-карта специалиста по безопасности Зоны 97. Идентификационный номер был выцарапан, что может свидетельствовать о глубоком стыде. Предметы, свидетельствующие о проведении запрещенного тауматургического ритуала, способного сохранить дух пользователя после смерти. Карта местоположений Лей-Лайн на территории континентальной части Соединенных Штатов Америки. Подобные карты зачастую используются врагами организации. Нексус на границе США и Мексики рядом с городом Тусон, штат Аризона, обведен кружком. Считается, что гибель Сакс наступила спустя несколько дней с момента заточения, и что причиной смерти выступило обезвоживание. В ходе изучения означенного воздушного кармана эскаваторы Зоны 97 пробили доступ к вторичной полости, спрятанной в бетоне, однако высокая вероятность нанесения значительного ущерба основанию зоны посредством раскопок помешала обследовать данную полость предельно доскональным образом. Тем не менее, ограниченное исследование позволило заключить, что в ней содержалось значительное количество частично разложившихся человеческих глаз. По предварительным подсчетам, их число в общей сложности превышало 1000 экземпляров. Отверстия в бетоне позволяли глазам наблюдать за своей целью вплоть до самой ее смерти. Устаревшие условия содержания. Субъект SCP-139 Омега в настоящий момент отслеживается, наблюдается и преследует глубоко законспирированным персоналом Зоны 97. Единогласным решением Совета О5 Тусонский Лей-мост был временно перенаправлен внутрь фундамента зоны. Обновление. Усиленное содержание приведено в исполнение. Протокол «Глаз да глаз за Люциан» аннулирован. Проект «Концы в воду» инициирован. Все усилия сотрудников Зоны 97 в настоящий момент направлены на нейтрализацию особи SCP-139 Омега, посмертно остающиеся на свободе при помощи знаний, украденных из Зоны 97. В ходе нарушения целостности области содержания под зоной, смотри SCP-139 приложение,
Субъектам SCP-139 Омега были продемонстрированы бестелесность и высокая мобильность. Данные особенности затрудняют дальнейшее отслеживание особи и ее повторную постановку на содержание. Сущность, к счастью, имеет привычку совать свой нос куда не следует. Команда на выход из записи. Не удалось выполнить запрос. Ошибка выхода. Означенные условия содержания SCP-139 Омега были рассмотрены Комитетом по этике и получили единогласное одобрение всех его членов. Управление смотрителей также выразило свое согласие. Преступления SCP-139 Омега многочисленны и непростительны. Зона 97 приняла это существо. Она предоставила ему общество, уверенность и стремление, а оно отвергло все это. Вот почему на другой стороне пути оно не нашло ничего, кроме бетонной темницы и всевидящего ока. Команда на выход из записи. Не удалось выполнить запрос. Учетные данные LSEX были недействительны в течение последних 5540 дней. Ошибка выхода. Смерть не принесет тебе столь желанного облегчения. Последние 15 лет твои охотники без колебаний срывали маскарад ради поимки предателей, и сейчас они ищут тебя, и на пулях в их оружии значится твое имя. Не уверилось же твое сердце в заблуждении, что предательство может остаться безнаказанным. Знай, что мы прежде всего передовое научно-исследовательское учреждение, и в нас никогда не было ни капли сострадания к предателям. Команда «Встать со стула». Учетные данные LSEX перманентно отозваны. Сотрудники, предавшие зону 97, теряют свое право на получение информации. Команда «Бежать». Мы видим тебя, Люциан.